Добрый день, дорогие друзья! Я всех приветствую на канале Clear Astrology. Если вы еще не подписаны, не забудьте подписаться и поставить лайк, если вам понравилось это видео. Дорогие раки! Сегодня в этом видео разберем, что ждет вас в ноябре месяце. Ноябрь месяц, он не такой напряженный, как октябрь, когда у нас были лунные и солнечные затмения. 8 ноября планета Венера меняет свой знак и переходит из знака Девы в знак Весы и переходит в ваш 4-й дом, дорогие раки. 4-й дом в астрологии у нас отвечает за нашу семью, за наши корни, за наше место, где мы живем. Это также 4-й дом, это недвижимость. И планета Венера в 4-м доме может принести вам гармонию в вашу семью. Это время, когда вам захочется больше времени проводить в кругу семьи. Это замечательное время для каких-то семейных праздников, светских мероприятий с вашими членами семьи. Это время, когда ваши члены семьи могут одерживать вам поддержку, понимание. Это время, когда у вас могут проходить какие-то душевные разговоры, какие-то праздники. Это время, когда вы можете делать покупки. Это время, когда, может быть, вам захочется украшать свой дом, делать его более красивым, покупать какие-то предметы. Также это хорошее время для сделок с недвижимостью, для покупки недвижимости, для продажи недвижимости. Если у вас намечается какая-то сделка с недвижимостью, это замечательное время, когда Венера придет по 4-му дому. Это одно из лучших. Это самое лучшее время для проведения каких-то сделок с недвижимостью. 10 ноября планета Меркурий меняет свой знак и переходит в знак Стрельца, ваш 6-й дом, дорогие раки. Планета Меркурий в 6-м доме может принести вам новости, касающиеся вашего здоровья. Она может принести вам новости, касающиеся вашей работы. Это время, когда вы будете более заняты на работе, чем обычно. У вас могут быть очень много звонков, переговоров, подписания договоров. Планета Меркурий – это планета коммуникации, планета, которая отвечает за то, о чем мы думаем, за информацию. И это время, когда вы можете получать много информации, касающейся вашей работы. Также у нас 6-й дом отвечает за животных. Может быть, вы будете получать какую-то или собирать информацию, касающуюся животных. Может быть, вы задумаетесь приобрести домашнее животное. Также 6-й дом отвечает у нас за график работы. И это время, когда вы будете больше обращать внимание на мелкие детали. Ваш день будет более перенасыщен, более занятым. У вас будет, может быть, большой поток информации, звонков, сообщений. Также это время, когда у вас могут добавиться какие-то обязанности по работе. Вы можете также, так как это дом здоровья, вы можете получать информацию, касающуюся вашего здоровья, или просто сами искать информацию, касающуюся здоровья. 13 ноября у нас произойдет новолуние в знаке Скорпион в 20 градусе 43 минуте. Это новолуние произойдет в вашем 5-м доме, дорогие раки. 5-й дом у нас в астрологии отвечает за удовольствие, за романтические отношения, за наше хобби. 5-й дом у нас также отвечает за наше хобби, за наше творчество. Также 5-й дом у нас отвечает за детей. И Солнце — это всегда то, куда попадает Солнце, оно наделяет эту сферу жизни энергией, будет привлекать больше внимания. И ваше все внимание будет привлечено к детям, если у вас есть дети. Вы будете в это время, когда вам захочется больше наслаждаться жизнью, ходить по ресторанам, кино, музеям, выставкам, больше развлекаться. Это время также замечательное время для романтических свиданий. Это время, и вы можете получать удовольствие от романтических встреч.
И если у вас есть какие-то творческие проекты, они также могут приносить вам радость, успех, продвижение. И это также время, когда Солнце заходит в 5-й дом, это время, также у нас 5-й дом еще отвечает за нашу самооценку. Это время, когда вы будете чувствовать себя более удовлетворенными, жизнерадостными. Также это время, когда вам больше захочется любви, потому что у нас 5-й дом отвечает также за любовь, за романтику. Захочется любви больше, чем обычно. Новолуние — это всегда обновление энергии. Так как оно происходит в 5-м доме, это замечательное время начать какой-то новый проект. Это замечательное время начать какое-то новое хобби. Или это также время вы можете встретить, познакомиться с кем-то. Еще одно важное событие — это планета Марс. 24 ноября меняет свой знак и переходит в знак Стрельца. Она переходит в ваш 6-й дом, дорогие раки. И планета Марс в 6-м доме, она может принести вам энергию, потому что планета Марс — это планета решительности, планета импульсивности, то, как мы добиваемся своего, как мы добиваемся своих целей, планета, которая помогает нам. Планета Марс у нас отвечает за нашу физическую энергию. Так как она в 6-й дом попадает, 6-й дом у нас связан с работой, это время, когда планета Марс может помочь вам переделать кучу дел. Это время, когда вы будете более решительными, будете смело браться за любые дела. Также это время, когда у вас может появиться сопернический дух. Также, когда планета Марс заходит в 6-й дом, она поможет вам взяться за дела, которые, может быть, вы долго откладывали. И планета Марс, она поможет вам наконец завершить эти дела или наконец взяться за них и довести их до конца. Также у нас 6-й дом отвечает за наше здоровье и распорядок дня, и поэтому, когда планета Марс идет по 6-му дому, это очень замечательное время заниматься спортом, какими-то физическими упражнениями, чтобы вся энергия Марса уходила туда, потому что также Марс — это планета агрессии, и она может приносить конфликты на работе с коллегами, поэтому будет полезным еще заниматься спортом в это время. 27 ноября у нас произойдет полнолуние в знаке Близнецы в 4 градусе 51 минуты. И это полнолуние произойдет в вашем 12-м доме, дорогие раки. 12-й дом у нас в астрологии отвечает за все тайное, за изоляцию, за тайные науки, за нашу интуицию. Это дом нашего подсознания, наших страхов. И полнолуние — это всегда подведение итогов, избавление от чего-то. Полнолуние всегда приносит ясность, высвечивает то, что было скрыто от нас. И это полнолуние, в это полнолуние в 12-м доме вы можете раскрыть какую-то тайну. Вы можете... Это время, когда вам будут интересны какие-то тайные науки, такие как эзотерика, регресс, карты Таро, может быть, еще какие-то. Это замечательное время для работы это замечательное время для работы с подсознанием, для избавления от каких-то страхов. 12-й дом — это также дом, связанный с чем-то из прошлого. Может быть, вы осознаете что-то из прошлого, что-то вам станет ясным. 12-й дом также у нас отвечает за интуицию, за наши сновидения. Обращайте в это внимание на сны, которые вам снятся, и прислушивайтесь к своей интуиции. Дорогие раки, я желаю вам замечательного ноября месяца. Пусть ноябрь месяц принесет вам только хорошие новости, побольше радости, позитива. Успехов вам, удачи во всем. Пишите мне в комментариях, что у вас происходит. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И я благодарю всех, кто подписывается на мой канал. Всего доброго. До новых встреч.